up to the values of life. Как он живет относительно ценности жизни. And how he responds to the final and higher spiritual values. И как он отвечает и относится к высшим и духовным ценностям. Как он отвлекается на высшие ценности. So the process of evolutionary unfoldment И вот процесс эволюционного раскрытия, it runs from the stage of a man at the stage of savage, a savageous man. Да, он начинается с дикого человека, с примитивного. To the stage of advanced thinker. Advanced thinker. Да, до продвинутого мыслителя. And also genius. Или гения. So when you observe the people in humanity, in human kingdom, если мы наблюдаем за людьми в человеческом царстве, в человеческом мире, a few are still living in the animal consciousness. если вы живете все еще в животном сознании, Animal consciousness. Животное сознание. And then majority of people are emotional. Некоторые живут вот как бы на уровне животного сознания. Большинство людей живет на уровне эмоционального, на эмоциональном уровне. And minority, a few are in mental state of evolution. И меньшая часть живет на ментальной стадии эволюции. And very few are in spiritual evolution. И только очень немногие на стадии духовной эволюции.
he knows and he is concerned about the physical existence, that's all. Он знает только, и его беспокоит только физическое существование и больше ничего, кроме этого. So for such a human being, И для такого человека he knows only the material existence and nothing else. он знает только о материальном существовании и больше ни о чем. And that is also only for his physical appetites. И знает только в контексте своих физических аппетитов. In such a person, И такой человек the intellect exists in embryonic state. Вот у такого человека интеллект находится в эмбриональном состоянии. So the intellect is in such a state that it is completely undeveloped and dormant. То есть интеллект там, полностью не задействован. So such a being, such a person is a victim of the internal forces which he has no control. И такой человек является жертвой внутренних сил, которые полностью контролируют им. Контролирует его. То есть он жертва этих сил. Then the second is the average emotional man. А следующая ступень — это обычный эмоциональный человек. То есть это обычный средний человек. Эмоциональный. So he is already evolved to a certain degree than this man. Он уже эволюционировал на определенную ступень относительно вот этого примитивного человека. So this average emotional man he is impulsed by desire. И вот этот средний эмоциональный человек, он движим импульсами желаний и страстей. His impulse is towards material living. И его импульсы, желания направлены на материальную жизнь. So material comforts and all these things. А вот на материальный комфорт и на все, что с этим связано. And sex life. И на сексуальную жизнь. So he is evolved than the savageous man, because here it is very low degree of evolution. So in this stage only his intellect is completely undeveloped. Therefore, in him only instinct, and only his own. He responds only to his own needs. That. И вот если на первой ступени примитивный человек полностью движим к инстинктами и думает только о своих собственных нуждах, больше ни о чем. So he has no power of discrimination. That и is у него абсолютно нет никакой силы развлечения у примитивного человека. Power of
discrimination, what is good, what is bad. Yes, what is То good, есть what силы is bad. развлечения, что хорошо, что плохо и так далее, вот в таком смысле. So his behavior is steered by instinct, that's all. И его поведение полностью управляется инстинктами у первого. Suppose, for example, he is feeling hungry. Ну вот, например, он чувствует голод. If he sees that other person is having food, then he can steal and eat away. И если он видит, что кто-то другой ест, а он голоден, он просто украдет эту еду у другого и съест ее. And if he is caught and punished, but even then, once again, in the same situation, he does the same thing. Если его схватит полиция, но потом, когда он окажется на свободе, в такой же ситуации, он снова поступит точно так же. So it is no difference between him and the animal. Ну, в общем, он не отличается от животного. For example, if you see, if there is in the market there is a shop and there are bananas arranged in the shop. Ну, например, он проходит на рынке и видит, вот висят бананы в лавке. And if a goat happened to see this banana, И вот он увидел эти бананы. simply the goat goes there, rises up and picks up the banana with the mouth and eats. Если коза... Ой, извиняюсь, я не услышал. То есть, если коза идет по маркету, увидела бананы висят, она быстро подойдет и схватит бананы и будет кушать. And the shopkeeper with a stick beats this Те, goat. кто продают, вы, наверное, много раз это видели в Индии, они берут палкой и бьют эту козу, чтобы ее догоняют. Then, for the time being, the goat goes away, and once again, the goat may come and do the same thing. Ну, это коза, она уйдет, но потом, когда через какое-то время снова идет и снова видит эти бананы и делает то же самое. This is simply instinct. Это просто обычный инстинкт. No discrimination. Никакой силы развлечения. So for the animal, it is natural, because for animal acts according to instinct and not there is no power of discrimination like this. Для животных это нормально, животные ведут себя под воздействием инстинктов, у них нету силы развлечения. But when human being behaves like that, that means he is in the very lower level of evolution. He attained the human form, but still he is in the animal level. Но если человек ведет себя таким образом, это говорит о том, что он только вот на этой начальной стадии эволюции человека, что он уже в форме человека, но еще является животным. If a tiger is there, if the tiger is hungry, then the tiger can kill an animal passing by and eat. That is natural, that is instinctive. Ну вот если, например, тигр голоден, он видит животное, его убивает и съедает. Это естественно для него по инстинкту. But if the human being kills the other person, но если человеческое существо убивает другого человека, to fulfill his desire, чтобы удовлетворить свои желания, to eat or to enjoy, чтобы поесть или чтобы насладиться, there is no use of discrimination. Тогда у него нету силы развлечения.
at least the animal has certain type of, even though there is no intellect working in that, but the animal is controlled by forces of nature. Therefore, the animal, when the animal is hungry, then only the animal behaves like that. But this human being in the lower, when he is not hungry also, he can do that without discrimination. When he feels having sex, he wants to do whomever he likes, and whenever he likes, human being who is without discrimination. So if he feels like having sex, he can do that whenever he wants, wherever he wants, with whomever he wants. All this. So this is all animal behavior, not human behavior. Ну вот и для животных это естественно, нормально, они находятся под действием законов природы, их сил, а для человека это уже ненормально, если человек ведет себя как животное, это ненормально. At least animal is controlled by law of nature, and this fellow is given the freedom because he is human being, he has the freedom, so he can behave in his own manner because of this intellect is not working. Животные, они контролируются силами природы, а человеческому существу дана свобода, и он уже и он, если так себя ведет, то есть он уже хуже, чем животное. Какой смысл, я понимаю, как я понял. In some way or other, he is worse than the animal. Ну вот он сказал, что в каком-то смысле он хуже, чем животное. Because when the animal is not hungry, you cannot force the animal to eat. Потому что если животное не голодно, вы не можете заставить его есть. Even though you put very tasty food before the animal will not eat, even though it is so tasty, so wonderful. But when animal is not hungry, animal will not eat. Only when the animal is hungry, then the animal can eat by picking up. But this is different. He can eat also when he is not hungry. Ну вот даже если вы положите очень вкусную еду перед животным, если оно сыто, не голодное, оно не станет ее есть. А человек, он будет есть даже если и не голоден. So the aspects of eating or drinking, all these things, animals are governed by law of nature, but human beings, they can do as they like, even though it is not required. He can eat when it is not required, he can eat what is not required, he can drink what is not required. Вот животные, они управляемы природой, и они будут есть то, что требует природа, а человек может есть то, что не требуется, пить то, что не требуется, делать то, что не требуется и так далее. So the average emotional man also, in the average emotional man, that is the desire for material living, and this desire for material living also makes him that he cannot use the intellect properly. И вот этот средний эмоциональный человек, он управляется желаниями материального мира, и эти желания не дают ему использовать интеллект правильно. The average emotional man, because emotion drives him into desire. Потому что эмоции, они ведут его к страсти, к желанию. And that desire also, к вожделению. Desire which is not under control. А желание, оно находится не под
контролем. Then the mentally developed man дальше ментально развитый человек, that is the next degree of evolution. это следующая ступень эволюции. This man is dedicated to the carrying out of his plans and intelligent desires. И вот этот человек посвящает себя планам, Plans and intelligent desires. И интеллектуальным желаниям. So there is some degree of advancement in the evolution from this level to this level. Ну и, конечно же, есть промежуточные стадии между этими планами. Then the next higher degree of evolution is spiritual man. И потом следующая ступень эволюции – это духовный человек. The spiritual man imposes upon his personality, И духовный he imposes his power, imposes upon his personality the power and the power and the nature of this soul. He imposes means he operates his power. Понял. И вот духовный человек, он управляет уже... духовный человек, он управляется силами души и духа. Да? И управляет личностью, то есть он управляет ментальными и всеми остальными планами, как я понял. The spiritual man, he can have a control on his personality. Все правильно я сказал. То есть духовный человек, он контролирует свою личность. То есть он не находится под контролем личности, а он сам контролирует свою личность. He can be distinguished by his recognition of soul and body. He can recognize soul and body. Он узнает душу, он различает душу и тело. And also he can be recognized because from his spiritual, he has a spiritual aspiration. И у него имеется духовное устремление, вдохновение, да, устремление. And also he has what is called the Christ spirit. И также он обладает духом Христа. And also he can be recognized by his service to mankind. И также его можно узнать через служение человечеству. We have to properly understand the word spiritual. И мы должны правильно понимать слово духовный. If we do not understand properly what is meant by spiritual, then
we are misled. Because when by appearance or by certain type of behavior, then you cannot. That is how mostly people say, "I am spiritual." What does it mean? Что же это означает духовный? Потому что если мы неправильно это понимаем, это приводит к замешательству. So spiritual means that first he should have an experience of body and soul. He should know that body and soul are not. He should not identify body as soul. Духовное это означает, что он не отождествляет душу и тело, душу с телом. That means he lives his life without getting identified with the body. Это значит, что он живет свою жизнь, не отождествляя себя с телом. He realizes that his real living is as soul. И он понимает и переживает, что его истинная жизнь именно как душа, жизнь души. When he realizes that his